ответственная. Расскажи, ну, выгодно, невыгодно, качество оставляет желать лучшего. Будут ребята баллончиками рисовать там через жопу или ты принтером. У нас есть уже одна хитрость, которую мы сейчас опробовали. Рынок огромный, поле не паханое. Продавцы принтеров не расскажут, только практикующие печатники, такие задиры. Вот, но эти мелочи. Приветствую, ребята, приветствую, подписчики. Сейчас едем на объект. Большая площадь там. Проект еще не видел, но это близкие очень подрядчики, поэтому говорят: Сергей, давай быстрее едь, горит. Или будут ребята баллончиками рисовать там через жопу, или ты принтером. Вот. Но хочу поговорить немножко о другом. Сегодня постараюсь, если все пойдет нормально, показать там процесс движения по печати. Вот. Но хотел затронуть такую тему, когда подписчики пишут, что типа, ну так что там много ты воды льешь, типа скажи, ну выгодно, невыгодно, да и все. Это ж, ну как бы нельзя так сказать. А ты что хочешь услышать? Выгодно, значит выгодно. Если не выгодно, значит невыгодно. Тут очень много факторов, которые нельзя просто так вот сказать. Хотя если ты хочешь услышать, ну мы тебе скажем, или не мы, ты услышишь то, что тебе надо. Вот, поэтому это все тема интересная, вот, но она состоит со скольких множественных нюансов, вот, и, скажем, можно эти нюансы самому изучать и проходить через свои какие-то определенные ошибки, вот, а можно поделиться опытом, вот, нашим опытом и рассказать. То есть мы не видим какой-то конкуренции, вот, рынок огромный, поле не паханое, но тут очень важно правильно зайти. Мало иметь сам принтер. Как бы принтер вообще ничего не решает. Ну да, аппарат, как бы лопата, как я говорю. Лопата, которая что-то умеет копать, кто-то не умеет копать, кто-то думает, что она с моторчиком сама будет копать. Вот. И дальше уже вокруг этой лопаты надо производить определенные действия, окучивать все, правильно окучивать, удобрять эту почву для того, чтобы потом пожинать плоды. Если вы спросите, быстрый ли это бизнес? Нет, это не быстрый. Тогда проще пойти в такси или купить машину, отдать в наем. Будет по 5 копеек там капать вам. Вот. Ну и, наверное, кто-то будет этим довольствоваться. Все, ну, краткий такой пересказ. Подписывайтесь на наш канал. Что хочу сказать. Работа печать в садиках и в школах менее ответственная и не такая придирчивая, скажем, качество, потому что качество оставляет желать лучшего. Голову выбило и реальные полосы. Но у нас есть уже одна хитрость, которую мы сейчас опробовали и придумали благодаря таким работам менее ответственным, да, то есть на них можно отрабатывать какие-то суперфишки, про которые никто в теории или там продавцы принтеров не расскажут, только практикующие печатники настенных принтеров. Вот, ну, короче, работа дальше, работа кипит, мы продолжаем печатать и смотрите, не переключайтесь, будьте с нами. Привет, ребята, это видео хочу вам показать, как работает принтер, как я работал в детском садике в сложных условиях, когда кривая стена и когда на пути печати рисунка стоит выключатель. И что я делал? Так, и здесь мы, короче, что сделали? Я его тупо отклонил. Благо, рисунок не фотокачество, просто как рисунок, как аэрография, поэтому здесь это прокатит. Отклонил, прошел критические точки, там где выключатель торчат усики от заземления, вот, остановил. И сейчас перенастрою расстояние дальномера и продолжу. В принципе, критическую точку прошли. А когда
скажем так, получилось, что на пути рисунка ну, выключатель, да, то есть я не планировал, но так получилось. Соответственно, я снял выключатель, разобрал, а место расположения выключателя просто заклеил бумагой со скотчем. Сейчас, может, конечно, рисунок чуть-чуть спрыгнуть, но я думаю, это не важно. Вот что трещит, это я когда мачту отклонил на максимальное расстояние, на которое принтер уже не может, сама головка печатная, отъехать. И, соответственно, датчики расстояния дают команду печатной голове, этому блоку, двигаться ближе, приближаться ближе к стене, а линейки зубчатой передачи не хватает. И получается шестеренка уже прокручивается, да, на одном месте. И вот такой возникает треск. Но это, если, скажем так, долго это делать, то сотрется сама шестеренка или зубчатая передача. То есть видите, какое большое расстояние. Сейчас мы тележку подкатим ближе и начнем печатать, продолжим печатать. Если бы это увидели производители какие-нибудь, они бы в шоке были еще. Говорят, так нельзя делать. Делать-то нельзя, но выходить из ситуации можно. Все, пошли. Как бы. И важно вот это вот расстояние помнить. Если у вас маленькая, скажем, одна секция рельс, вот, то всегда помнить, что, скажем так, рельсы заканчиваются, и тогда рисунок резко может оборваться. Вот из таких моментов состоит вся печать, потому что одно дело у тебя ровная, одна стена длинная, и ты херячишь, скажем так, один раз нажал на кнопку и печатаешь. Но когда надо вот такие аппликации где-то между розетками, под столами, между столбами, вот это очень много времени занимает, тем более садик, куча лестниц, куча коридоров, вся мачта не проходит по высоте, или нужно наклонять, одному тяжело, вдвоем уже неинтересно. Вот, здесь есть нюансы, поэтому чем больше работаешь, тем больше опыта набираешься, и у нас уже есть колоссальный опыт по работе, по настройке, выбору принтеров, поэтому сейчас такая минутка рекламы. Вы, наверное, знаете, кто не знаете, я вам сообщаю, что есть у нас отдельное плейлист, отдельное направление по купле-продаже бэушных принтеров. В чем особенность этого направления? Так, заканчивается. Ура, закончился.
Супер. В чем особенность этого направления? В том, что каждый принтер мы пропускаем через себя, да, зная уже особенности принтеров, покупателю мы подскажем нюансы, да, какие-то особенности принтера, с чем придется столкнуться, как его обслуживать, именно конкретный принтер. Вот. Для продавцов это хороший шанс продать, ну, особо не напрягаясь, да, то есть кто-то, может, сменил деятельность, кто-то переформатировался, там, уехал из страны или поменял вид деятельности, передумал. Вам достаточно сделать видеообъявление, обзор, название принтера, ну, вот, краткий обзор, то, что можете, ну, скажем так, то, что понимаете, что показывать. То есть это как продавать автомобиль. То есть покажите все лучшие стороны, немножко о себе, почему начали, почему закончили этот бизнес. Вот, и высылайте это видео нам, мы его разместим у себя на канале и таким образом соединим покупателя и продавца. И здесь вы видите большое расстояние, и не зря я нахожусь в респираторе, потому что очень сильно идет распыление, и не все чернила долетают до стенки. То есть получается в воздухе аэрозоль такой летает из-за чернил. Они очень вонючие и ядовитые. Сразу замечу, ну скажем, когда они не отверждены, поэтому не стоит бояться. И, скажем, ну, на вопросы там детских садиков и разных там социальных помещений, когда люди спрашивают, а не ядовитые ли чернила, они не ядовитые. То есть они, когда полимеризуются, они становятся пластмассой. Но когда в процессе печати, да, есть вонь, и вдыхать их нежелательно, потому что, ну, лицо реально покрывается воспалением, аллергией, поэтому я в респираторе. Здесь, получается, я жестко насилую и издеваюсь над самим принтером, но цель оправдывает средства. Поэтому я понимаю, что идет сильный износ направляющей зубчатой и шестеренки, но работу нужно сделать. Поэтому идет треск такой, ну как бы очень больно отзывается он внутри, потому что ты как владелец принтера понимаешь, что ты его убиваешь. Да, еще хочу сказать по поводу принтеров, настенной печати и, ну, качества печати. Почему-то, ну, скажем, создалась такая ассоциация или мнение, что печать должна быть фотографическая. То есть вот прямо как с глянцевого журнала. Если вот так вот придерживаться, да, как бы искать такой и эталон, то, блин, не ищите правды или результата не будет. То есть 50 на 50. Вот. То есть один раз у вас получится, второй раз не получится. То есть голова постоянно, скажем так, она в режиме таком рандомном, постоянно что-то меняется, что-то выбивает какие-то дюзы, цвет меняется. Вот. Хороший вариант это детские садики, всякие школы, ну, социальные объекты, да. Ну, вторая сторона медали, что, ну, за эту работу ты много не возьмешь. То есть можно брать оптом, вот, но опять-таки зайти в какие-то социальные заведения, это через администрацию, через какие-то тендеры, соответственно, ну, как бы, у кого-то это получится, но у большинства людей, как бы, ну, не будет бизнеса этого. И надеяться, что вот я куплю принтер и начну зарабатывать. Ну, это все равно, что, как я уже говорил, купить кисточку художника, профессиональную кисточку, и типа сказать, я художник. Ну, блин, а надо же еще уметь рисовать. Так же самое с принтером. Для того, чтобы начать печатать профессионально, качественно, ты должен просто искупаться в этих чернилах, разобраться, как все устроено, как работает, и ремонтировать его, ну, скажем так, на раз-два. Вот. Тогда можно будет уже чем-то более серьезным думать.